Охренительно мерзкий лед. Поехали. Друзья, вы на канале Фигурное катание с Юлией Евстифоровой, и сегодня мы разберем основные виды прыжков. Вы наверняка смотрели миллион таких видео в интернете. Так вот, забудьте все это. Начнем с базы, с которой не поспоришь. Существует 6 основных видов прыжков, которые традиционно классифицируются на 2 группы. 3 реберных, Сальхов, Ридбергер, Аксель. И 3 зубцовых, Тулуп, Луц и Флип. Считается, что реберные прыгаются с ребра, а зубцовые с зубца. Но это не так. Я держу в руках конек, извините, что не профессиональный. Просто все другие оказались заняты. У профессионального тут здесь должны быть немного другие зубцы. Видите? Здесь не перекрещивающие зубцы. Но это не важно, я сейчас просто покажу принцип. Смотрите, на зубцовых прыжках мы толкаемся верхним зубцом. У профессиональных коньков этот зубец больше. Вот мы втыкаемся, машем другой ногой, проворачиваемся, и вот здесь происходит отрыв. Отрыв происходит с верхнего зубца. На реберных, так называемых реберных прыжках, отрыв происходит с нижнего зубца. Например, возьмем Ридбергер. Вот мы наезжаем на Ридбергер, уже вымах сделали другой ногой, разворачиваемся, и отрыв происходит с нижнего зубца. То есть все прыжки в отрыв идут с зубцов. Друзья, я стараюсь, а вы лайки не ставите. Давайте все нажмем вот эту кнопку, и если на этом видео наберется 800 лайков, то тогда я вам расскажу лайфхак, как зацентроваться на вращении. Также существует популярная шизотеория, которая гласит, что все прыжки прыгаются спиной, и только аксель один единственный прыгается на ход вперед. Ну вот представьте, конек. Если вы уже согласились, что отрыв со всех прыжков идет с зубца, представьте, как такое может быть. Как мы можем с зубца вылететь спиной? Вот так? Вот так? Я не знаю. Такого, в принципе, быть не может. Посмотрите, Сальхов и Ридбергер. Вылет будет таким образом. Фигурист поворачивает, и отсюда уже последняя нога отрывается вот так. Аксель. Аксель, вот идет наезд. У меня другой конек. Сори, ну неважно, представьте, что левая нога. Вот наезд сюда, и если мы прыгаем перекидной или аксель, то в принципе можно без стопора. Вот так вот идет отрыв. Если уже больше оборотности, то вот отсюда и вот так вот. Зубцовые прыжки. Отрыв последней ноги идет вот так. Мы втыкаем зубец, потом идет вымах ногой, мы проворачиваемся до положения лицом вперед и отсюда вылетаем. На всех зубцовых прыжках, то есть тулуп, флип и луц. Есть очень много теоретиков, которые говорят о некоем преротейшн. Преротейшн – это действительно понятие, которое имеет место быть, и мы обсудим его обязательно в следующих видео. Но вот то, что я вам сейчас только что показала, а именно полоборота, которая съедает… Какой еще я прыжок называю? Это не преротейшн. Это не преротейшн, это нормальные, естественные полоборота, потому что фигурист не может прыгать спиной, он прыгает только на ход вперед. Поэтому не путайте эти понятия и не позволяйте себя обмануть. Ну а на сегодня у меня теория заканчивается. На следующем мы уроке разберем прыжки все более подробно, более детально. Подписывайтесь на наши другие соцсети, Инстаграм, Дзен, ссылки вы увидите внизу в описании. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, пока!
вы не стали спонсором нашего канала, вы можете это сделать прямо сейчас. Внизу в описании вы увидите номер карты. И когда вы это сделаете, сразу же пишите об этом в комментариях. Страна должна знать своих героев. Ну вот еще, у нас же есть еще канал на Дзене и есть Инстаграм, я там столько всего пишу, а вы не читаете.